Всем здорово, ребятос, и в данном ролике я составил для вас топ сильнейших джинчурики из аниме Наруто и Боруто. Но скажу сразу, данный топ сделан лично по моему мнению, и оно может отличаться от вашего. Поэтому, если вы со мной не согласны, то напишите, пожалуйста, свой топ в комментариях и обоснуйте свой ответ. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ страны Земли в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Мангёкю Шаринган Мадары Учиха и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. И открывает наш топ Узумаки Кушина, которая была вторым джинчурики Девятихвостого. Хоть в бою мы ее по факту и не видели, но она была одной из сильнейших куноичи своего времени. Кушина была чистокровной Узумаки, а это значит, что она обладала очень сильной жизненной силой, которая наделяла ее огромными запасами чакры, огромной выносливостью и долголетием. Но так как она была еще и джинчурики Курамы, ее запасы чакры не имели границ. Кушина была очень талантливой фуинзюцу и обладала обширными знаниями, многими из которых она обучила Минато. Она также могла без проблем запечатывать биджу, и согласно датабуку, Кушина владеет стихиями ветра и воды, а также стихией инь. Она смогла выжить даже после того, как Курама был извлечен из ее тела, и она не умерла сразу после того, как была пронзена Курамой, и даже смогла помочь Минато. Исходя из этого, уже можно сказать, что она была очень сильной куноичи, но из-за того, что мы не видели, насколько она была сильной в бою, я поставил ее лишь на 10-е место. Утаката, джинчурики шестихвостого Сайкена. Его главной способностью были мыльные пузыри, которые он создавал при помощи стихии воды. Это, кстати, единственный природный элемент, которым он владел. Утаката способен передвигаться внутри своих пузырей по воздуху, а также использовать их при нападении, заключая в них своих врагов и заполняя пузыри водой, чтобы утопить их. Также эти пузыри могут быть заполнены различными материалами, такими как ослепляющий порошок, дым, кислота или липкая слизь. Он также был сенсором, будучи в состоянии заметить необычную чакру Наруто и мог изменить поток чакры других людей. Утаката хорошо владеет всеми этапами трансформации в Сайкена, вплоть до полного превращения в своего биджу, хотя он и не мог полностью контролировать себя, когда принимал форму хвостатого. Ему удалось в одно мгновение убить сразу 2 тела Пайна, но это, к сожалению, не помогло ему победить в данном сражении. Все же сила Риннегана очень огромная. Следующим у нас идет джинчурики Сонгоку Роши. Он был достаточно сильным шиноби, и он владел стихиями земли и огня, которые он мог объединять и использовать Кикей Генкай Йотон, то есть стихию лавы, которая могла расплавить практически все, что угодно. Обито даже назвал его мастером данной стихии. Он мог атаковать противника несколькими лавовыми снарядами, а также окружить себя броней, состоящей из лавы, которая применялась не только в оборонительных целях, но и добавляла жар лавы в его атаке тайдзюцу, тем самым увеличивая потенциальный урон. Будучи воскрешенным, Обито заставил Роуши использовать биджу чакра мод, и данный режим предоставил ему огромную физическую силу, будучи в состоянии отбросить киллера Би и Гьюки на большое расстояние. Ягура Каратачи, он же 4-й Мизукаги, который был джинчурики Исобу. Он был одним из сильнейших шиноби скрытого тумана за всю его историю, а также Ягура стал 3-м человеком, который смог полностью контролировать хвостатого зверя. Если что, то первыми 2 были Хаширама и Мадара. Ягура владел 2 природными стихиями, ветром и водой, а в его арсенале была очень имбовая техника водяного зеркала, при котором Ягура с помощью своего посоха создает зеркало из воды. После этого он направляет его в сторону оппонента, и с этого зеркала появляются клоны тех, на кого была направлена техника. Эти клоны не исчезают от одного удара, и будучи отражениями оппонентов, используют против них аналогичные техники. Ягура обладал огромным количеством чакр и выносливости благодаря Исобу, и он мог без проблем преобразовываться в него. Во второй форме Исобу Ягура мог использовать Сангошу. Это ниндзюцу, с помощью которого он бьет оппонента в спину. В результате
результате на месте, где он ударил противника, образуются наросты, которые ограничивают его подвижность. На шестом месте расположился бывший Джинчурики Шукаку Гаара. Он может использовать сразу 3 природных элемента – стихии земли, ветра и молнии. Будучи Джинчурики Шукаку, главной способностью Гаара является песок. И во время их первого разговора, когда Гаара был еще ребенком, Шукаку предупредил его, что он возьмет под свой контроль его тело и начнет убивать людей, если он когда-нибудь заснет, из-за чего Гаара практически не спал. Как и все Джинчурики, Гаара мог превратиться в Шукаку, но вот другие Джинчурики достигают этой трансформации с помощью чакры. Гаара в свою очередь использовал песок, накладывая его на свои части тела, тем самым он принимал форму Шукаку. На последней форме трансформации Гаара принимал полную форму Шукаку, в которой его сознание погружается в сон, и он теряет контроль над своим телом. Единственный способ его остановить – это его разбудить. Пятерку сильнейших открывает Киллер Би, который был Джинчурики Гюки. Он не просто смог стать идеальным Джинчурики, но еще и подружился с Хвостатым, который по факту стал его лучшим другом. Киллер Би просто невероятно сильный в тайдзюцу, который он комбинирует еще и с киндзюцу. Используя 7 своих клинков, он атакует своего противника непредсказуемым образом с нескольких направлений, что делает уклонение практически невозможным. Он полностью одолел Саске, который использовал Мангёкё в закрытом бою, и без особых проблем сразился со всей командой Така. Даже Итачи не мог предсказать его движения. Киллер Би также владеет огромной физической силой и невероятной скоростью, а также у него хорошая реакция, ведь он мог увернуться от самого Минато. О его запасах чакры много говорить не нужно, ведь он может использовать всю чакру, которой владеет Гюки, и он без проблем может войти в любую его форму, начиная от одного хвоста и заканчивая полной трансформацией в Биджу. На 4-м месте расположилась Узумаки Мито, первая Джинчурики Курамы. Я уверен, что многие сейчас удивлятся, ведь о ее силе практически ничего не известно. Но она чуть ли не первый Узумаки. Ее жизненная сила не имела границ, ведь она жила в эпоху сразу 3 Хокаге, от 1 и до 3. Она была идеальным мастером фуиндзюцу, ведь смогла без чьей-либо помощи запечатать Кураму в своем теле. Хоть это и не подтверждено официально, но она владела печатью Бьякуго, которая предоставляет ей идеальный контроль чакры. Она могла полностью контролировать Кураму внутри своего тела, поэтому вполне возможно, что она могла входить в режим чакры Курамы и полностью использовать его силу. Поэтому не стоит ее недооценивать, ведь вся ее сила просто не была показана. Тройку сильнейших открывает желтая молния Канохи Минато Намикадзе, который был Джинчурики Инь Курамы. Он стал Джинчурики перед своей смертью, хотя стал использовать эту силу после своего возрождения. В отличие от большинства Биджу, Кьюби не сопротивлялся сотрудничеству с Минато, предоставляя ему доступ к режиму чакры Курамы. Форма Минато была немного темнее и с иными маркировками, чем у Наруто, но в остальном идентична по внешнему виду и по способностям. Он мог использовать конечности из чакры Курамы, использовать завершенную форму Курамы, а также создавать биджудамы. В данном режиме все его техники выходили на совсем другой уровень, включая и технику лечащего бога Грома, которая и так делала Минато быстрейшим шиноби своего времени. На 2-м месте у нас всеми любимый Узумаки Наруто. На 4-й мировой войне шиноби, благодаря своей доброте и настойчивости, Наруто смог подружиться с Курамой, что казалось практически невозможным, и он сдружился с ним до такой степени, что Курама отдал свою жизнь, защищая Наруто, и то, что ему было дорого. Ведь он тот, кто действительно не использовал его принудительно как оружие, ведь по факту таким злым сделал Кураму именно Мадара. Курама предоставлял Наруто всю его силу, которая у него была, включая все режимы, начиная от режима чакры Курамы, заканчивая режимом Барион. Наруто является самым сильным Каги всех времен, и я думаю, что это уже говорит, насколько он был сильным. Поэтому переходим к 1-му месту, на котором расположились сразу 3 персонажа, а именно Обито, Мадара и Хагарому, которые были Джинчурики Десятихвостого Джуби. Я не хотел их ставить отдельно в общий топ, потому что он был бы уже не таким интересным, поэтому эти 3
делит первое место между собой. Ведь любой Джинчурики Десятихвостого будет сильнее тех Джинчурики, о которых я говорил ранее. Но если говорить уже, кто будет сильнейшим из этой троицы, то я вижу это именно так. На третьем месте будет Учиха Обито. Как мы знаем, статуя Гедо — это пустая оболочка Джуби, которая должна поглотить чакру всех хвостатых зверей без исключения, чтобы Десятихвостый возродился. Но будучи Джинчурики Джуби, Обито смог получить лишь маленькую частичку чакры Гюки и Курамы. Соответственно, он был Джинчурики Десятихвостого, который не имел и половину своей силы. На втором месте будет Учиха Мадара. Здесь примерно такая же ситуация, как и с Обито. Мадара не был Джинчурики полноценного Десятихвостого, но в отличие от Обито, Восьмихвостый и Янь Курама были поглощенные статуи Гедо, то есть ему нужно было еще получить всю чакру Инь Курамы, которая была запечатана в Минато, но увы, ему не удалось ее получить. Поэтому сильнейшим Джинчурики будет, конечно же, Хагарому, у которого был полноценный Десятихвостый, имеющий всю свою силу. И вот таким вот я вижу данный топ. Если вы со мной не согласны, то напишите, пожалуйста, свой топ в комментариях. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.